Всем привет! Это первая часть интересных фактов об играх о Шерлоке Холмсе. Будут спойлеры, осторожно. Перед каждым фактом постерами будет обозначено, к каким играм факт относится. Так вы и поймете, стоит ли вам его слушать сейчас. А по тайм-коду вы сможете перейти к следующему факту. Начинаем. Учебный класс. В игре есть неиспользованные головоломки, ханойские башни и судоку. Об их существовании можно понять по коду игры и текстурным файлам. Головоломки должны были быть в учебном классе, на уровне Черный Эдельвейс. Самое интересное, что мне эти головоломки удалось, скажем так, сделать вновь доступными. Правда, лишь в оригинальном издании игры. Если вы тоже хотите поиграть в них, то переходите по ссылке в описании. Вы попадете на пост, который поможет вам вернуть эти задания в игру. Но имейте в виду, что это не для золотого издания, а обычного. Каждая из игр в качестве награды предоставляет вам документ и фразу, но их содержание я вам не стану раскрывать. Это потому, что я не хочу лишать вас интереса самим поиграть в данные игры. Нет подписи. В Национальной галерее искусств про эту картину Шерлок скажет следующее. Здесь не хватает подписи. Я поговорю с директором. Может быть. Видимо, это потому, что на самом деле данная картина была написана анонимным немецким художником, мастером жития Марии. Последний рейс корабля «Отважный». В самой первой игре, на втором уровне, мы попадаем в коридор, и если мы пройдем по нему до конца и посмотрим на стену слева, то увидим знакомую картину. Узнали? Да-да, это тот самый брик ТМРР Уильяма Тернера, который Арсен Люпен похитит в четвертой игре. Непонятно, либо это совпадение, либо в игре про Люпена специально придумали такую отсылку, но в любом случае очень интересно. Медведь. Медведя из дома Арнинсона из игры Шерлок Холмс и секрет Ктулху можно встретить в игре Шерлок Холмс против Арсена Люпена дважды. Один раз в Британском музее. Обычная копипаста? Согласен. Но я до сих пор помню, как при первом прохождении Люпена меня эта находка впечатлила, поэтому очень хотел ее упомянуть. Также в Люпене этого медведя мы встретим в подвалах Букингемского дворца. Вот это я заметил только при повторном прохождении. Мориарти. На просторах интернета можно найти немецкую статью, написанную до выхода секрета Ктулху. Речь в статье и идет о данной игре. Ссылка на эту статью будет в описании. Скопируем эти строчки в Яндекс.Переводчик и прочтем русский перевод. Каждый уровень также включает в себя добровольную бонусную цель, которая разблокирует альтернативные, более длинные катсцены. Если вы решите все дополнительные задачи, вы даже увидите более обширные титры. Либо я что-то не понимаю, но мне кажется, что я достаточно хорошо знаю эту игру, чтобы с вероятностью 99% утверждать, что это не реализовано в игре. Но у меня есть кое-какие гипотезы на эту тему. Первая гипотеза. Вспомните самый первый факт из данного ролика. Возможно, эти головоломки и являлись той самой бонусной целью на данном уровне. То есть на уровне Черный Эдельвейс. Вторая гипотеза. У меня есть предположение по поводу того, что могло быть в тех самых расширенных титрах. Вспомним финальные слова Холмса. Мы уничтожили, или по крайней мере думаем, что уничтожили огромную угрозу для общества. Но при этом мы освободили новое зло, новую скрытую угрозу, которая, подобно бомбе, начинена ненавистью и местью. Угрозу с лицом, которая мне слишком хорошо знакома. Вероятно, речь шла о том, что Мориарти все вспомнил, когда Шерлок напомнил ему о себе. Об этом свидетельствуют и эти неиспользуемые фразы. Я полагаю, что по изначальной задумке могло быть так. Если мы выполним все добровольные бонусные цели, то к финальным словам Шерлока добавятся именно эти фразы. Переслушаем заново. Мы уничтожили, или по крайней мере думаем, что уничтожили огромную угрозу для общества. Но при этом мы освободили новое зло, новую скрытую угрозу, которая, подобно бомбе, начинена ненавистью и местью. Угрозу с лицом, которая мне слишком хорошо знакома. Холмс, мы снова встретились. Не стойте на моем пути, Холмс. Для вас это может означать только одно — смерть. Ибо профессор Мориарти злой гений, настоящий Наполеон преступного мира. Как по мне, именно эти фразы и должны были звучать в более обширных титрах. А как вы думаете? Напишите в комментариях.
И вообще, как вам такая идея рассказывать по 5 интересных фактов из разных игр в одном ролике? На этом все. Всем удачи, всем пока.